Мы, активисты татарского и башкирского движений, обращаемся к президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Вы известны не только как лидер тюркского мира, но и как защитник всей мусульманской уммы. Мы просим вас обратить внимание на тяжелое положение мусульман в России. Более 20 миллионов наших единоверцев, среди которых не только мигранты, но и коренные жители Поволжья и Кавказа, подвергаются систематическим притеснениям. Тюркские женщины сталкиваются с оскорблениями на улицах. Мужчины подвергаются необоснованным обвинениям в экстремизме. Соблюдение исламских норм становится причиной гонений. Российское государство сводит нашу религию лишь к формальным обрядам, стремясь полностью контролировать жизнь как общин, так и отдельных мусульман. За духовенством и верующими ведется тотальная слежка. Мечети регулярно подвергаются проверкам и обыскам. Строительство новых мечетей блокируется. Исламскую литературу вносится в списки запрещенных. А проповедники, отказавшиеся исполнять поручения российских властей, вынуждены бежать за границу. Настоящую опасность для мусульман России предоставляют многочисленные шовинистические военизированные радикальные группы, которые финансируют власть и курируют спецслужбы. За последние 2 года они возникли почти во всех регионах России. Под прикрытием борьбы с иммигрантами они атакуют вообще все мусульманское. Эти радикальные группы устраивают массовые драки, сеют межэтническую вражду и уходят от ответственности. Более того, сейчас такие шовинистические организации, как «Русская община» и «Северный человек», разворачивают свою активную деятельность уже и в национальных республиках России, в том числе мусульманских. Российские исламофобы в основном своей массе не различают мусульман-мигрантов и мусульман-представителей коренных народов, поэтому гонениям поддаются все они – и мигранты, и те, кто веками живут на своей земле. По надуманным обвинениям в российских тюрьмах сидят представители татарской и башкирской интеллигенции. Пиком таких преследований стало баймакское дело. Сейчас это крупнейший политический процесс во всей России. Но о нем не говорят ни государственные, ни даже некоторые оппозиционные СМИ. Сейчас по фальсифицированным и надуманным обвинениям судят 82 башкирских активиста. Еще 2 не дожили до судов. 1 погиб от пыток в полицейском участке, а 1 довели до самоубийства. Тем не менее, для российских правозащитников этот крупнейший политический процесс невидимый. Для российских властей, оппозиции, правозащитников, тюркских активистов не существует, даже если у них тот же самый российский паспорт. Уважаемый президент, мы просим вас заступиться за всех этих людей. Мы знаем, что вы планируете быть 22 октября в столице Республики Татарстан на работе 16-го саммита стран БРИКС. Мы просим вас игнорировать его, пока в тюрьмах томятся участники баймакского дела и пока Москва притесняет мусульман. Мы призываем освободить всех задержанных по баймакскому делу. Также необходимо прекратить уголовное преследование одного из основателей современного татарского национального движения, известного в Турции борца за тюркское единство 73-летнего Зиннура Аглиуллина. Этим людям угрожают не только страшные сроки российских тюрем и сломанные судьбы их жен и детей, но и прямая физическая расправа. Мы также просим обменять узников совести, татарских и башкирских активистов Азата Мифтахова, Айрата Дильмухаметова и Рустама Фарариддинова. Вся их вина заключается только в том, что они остались голосом свободы, когда за это решили карать. Люди, которым вменяют в вину защиту своей национальной идентичности и религии, должны быть на воле. Мы надеемся, что наше обращение не останется без вашего внимания. Мы хотим спасти наш человеческий потенциал и наше будущее. И хотим, чтобы мир обратил внимание на положение наших братьев и сестер, которые находятся под властью Москвы.